Всем здорово! Надоел мелкий стук при проезде мелких неровностей BMW 46. Давайте разберем сегодня эту проблему. Итак, с высокой долей вероятности у вас начали люфтить опорные подшипники передних стоек амортизатора. Для начала все болтовые соединения зачищаю, сбрызгиваю ВД и ослабляю гаечки на 13. Сняли колесо на 17 болты. У нас открывается стойка стабилизатора, точнее ее верхнее шаровое крепление. За вот такое решение с двойными гайками огромное спасибо владельцу, потому что это я вас так учу делать. Одну гаечку новую накручиваете до упора, а вторую старую сверху зажимаете и смазав резьбу, таким образом вы не даете ей коррозировать внутри. Вот это, да. Дальше. На 19, друзья мои, ослабляем вот этот болт. Это тот болт, который удерживает в кулаке саму стойку. У нас правая сторона, обычно здесь еще есть датчик дорожного просвета. Вот здесь его крепление, его можно там, сбросить, то есть не забывайте про него. Отсоединяется он очень легко, там шаровый шарнир чуть такой выщелкиваете, либо откручиваете его крепление. У меня проще, у меня его просто нет, не знаю, сняли его, да. Соответственно, ослабляете все шланги, снимаете своих посадочных, чтобы нам их, не дай бог, не повредить. Вот здесь и вот здесь кронштейна. Так, предварительно эти места я тоже сбрызгиваю ВДшкой, так резина охотней будет слазить со своих мест. Ну и еще, по идее, по инструкции предусмотрено так, что надо откручивать рулевой наконечник, шаровую опору. Но я сегодня постараюсь вам показать упрощенную программу. Не откручиваем эти болтовые соединения, сделаем все максимально быстро и просто. А так, ситуация у нас понятна. У нас уже на дворе осень, поэтому вот у нас листья опадают. Здесь у нас тоже все понятно, да, очень красиво. Короче, лезем туда, наводим там порядок. Открутили основной болт, который удерживает амортизатор в поворотном кулаке. Видите, в каком состоянии эти болты бывают. Также кронштейны вот такие. Если вы уважаете себя и свой труд, то обязательно эту историю зачищайте чем-нибудь взрослым и смазывайте. Колесные болты не должны быть исключением. Дальше я делаю следующее. Вывернул для удобства стоечку на себя. Болт, который вы выкрутили с другой стороны, вы его зачистили, он уже красавчик, все сбрызнули. Вы молодец. Его, друзья мои, закручиваем в эту же резьбу, но наоборот. А в разрез вот в кулаке вставляю очень крупную, такую, не знаю, может 4-миллиметровую планочку. То есть схема такая, что когда болт дойдет до этой планки, он в нее упрется и начнет кулак раздвигать. И таким образом эта стойка начнет ходить. Бывают такие случаи, что достаточно вам просто выкрутить этого болта, и уже будет амортизатор ходить внутри кулака. То есть такой схемы не понадобится. Но я вам показываю просто такой лайфхак от меня. Кроме того, я на автомате помечаю белой краской уровень глубины, на которую амортизатор был посажен в кулак. Это тоже в данном случае не обязательно, потому что там вот в прорези есть такие два пиптика, то есть они с одной стороны указывают правильное направление аморта, а с другой стороны аморт упирается в кулак в нужном моменте. Но я на автомате это делаю, потому, то есть не люблю ошибаться, не люблю на это терять время. Все, сейчас докручиваю болт, разжимаю кулак, и стоечка уже будет свободна. Вот буквально секунда времени. Как только вы нужным усилием сюда вдавили болт, сразу же кулак у нас опадает вниз, при условии, что его ничего не подпирает. Видите, уже у меня появился зазор. Здесь уже все хорошо. Сейчас я стоечку разворачиваю прямо, мне так удобно будет ее доставать. Откручиваю вот эти три гаечки на 13. И дальше повторюсь, не откручивая вот эти шаровые, одна, вторая, я постараюсь всю эту конструкцию нагнуть вниз, тем самым дав место для аморта, чтобы он вышел из кулака и чтобы я его достал. Почему это возможно на этой конструкции без риска нанести какой-то урон машинке? Потому что, смотрите, здесь рычаг не так, как в большинстве машин реализован. Здесь шаровая, с одной стороны, видите? То есть она будет без риска для себя нагибаться в нужной мне амплитуде, а вон там тоже стоит сайлентблок, он вот такой вот круглый, и опять же вот этот вот рычаг через свой вот такой палец, он вот так вот без проблем будет совершать движение такое, как мне надо. Короче, сейчас попробую это сделать и покажу вам результат. Вот что и требовалось доказать.
Многие поворотный кулак в дальнейшем подвязывают еще к стабилизатору. В этом нет необходимости, я просто сюда ставлю пенечки. Эта вся конструкция держится горизонтально, потому что вот наконечник у нас не откручен. Все хорошо, все вылазит без проблем, без надрывов. Вот так выглядит моя конструкция, вот этот вот лайфхак, который разжимает кулак. Я думаю, что вы все поняли. Но для того, чтобы это провернуть, конечно, надо ослабить вот эти истории, чтобы, не дай бог, их не натянуть и не порвать. Вот наша подружка. Здесь уже все хорошо, наша стоечка. Многие элементы подлежат замене. Какая задача на сегодня? Надо поменять пыльники, отбойники. Надо поменять те самые стучащие опорники. А еще они иногда подклинивают. Вот смотрите, сейчас вам покажу этот стук. Люфт. Не знаю, видите вы или нет, но издают ужасный шум. И видите, они уже восьмеркой идут. То есть люфт там колоссальный. По-хорошему, конечно, вот такая пружина по ТИСу подлежит замене. Почему? Потому что внешний слой краски уже у нас отслоился, она ржавая, может лопнуть в любой момент. Но сегодня эти вопросы я не решаю. Моя задача поменять раз, два, три. Также на всякий случай были куплены аморты по просьбе трудящихся. Я их менять не буду, если вот эти нормальные, но куплены они с той целью, что бывает такое, что ты снимаешь пружину и так далее. И из-за того, что аморт внутри уже пришел в негодность, шток уходит внутрь, и больше сделать с этим ничего нельзя. Поэтому работаю с тем, что есть. Прошу меня не хейтить в комментах. Приступаем к разборке нашей стоечки. Снимаем вот здесь колпачок. Откручивать шток будем башкой на 21. Это специальная такая головка, свечная так называемая. Вы вставляете ее на шток, будете вращать саму гайку, а чтобы шток не проворачивался, внутрь надо вставлять шестигранник. Из практики чаще всего используется шестигранник Т45, точнее звезда даже. Я вот такие стандартные звездочки вот здесь вот запиливал болгаркой. Почему? Потому что, когда она стандартных размеров, она сюда просто не пролазит, да. Но в данном случае будем использовать, точнее используется по заводу Т40 башка, то есть мне надо брать еще одну головку, точно так же запиливать, что-то мне жалко ее, и поэтому я возьму вот такой вот шестигранничек на 6, вот так вставлю и буду придерживать. Что еще? Стяжечками чуть-чуть стягиваем пружину, чтобы в момент, когда вы открутите гайку, не вырвало вот эту херню все наружу. Сильно стягивать не нужно. Сильно стягивать нужно будет тогда, когда вы будете это добро собирать. Одна стяжка, вторая используется. Так все разбираем. Разобрали стоечку. Что касаемо самого амортизатора. Вроде как да. По техзаданию на сегодня, если можно, то не менять, пожалуйста, амортов. Хотя они есть, повторюсь, куплены в наличии. И шток, получается, не ушел вовнутрь, то бишь я могу эту всю историю собрать на старом амортизаторе. Но это не означает, что амортизатор хороший. Я его, вот шток вдавливаю. И если он хороший, он должен вернуть шток обратно. Поэтому, несмотря на то, что он не всосал шток внутрь, все равно аморт плохой. Поэтому буду ставить новые амортизаторы, хотя бы дешевые их варианты. Вот, для того, чтобы эта конструкция ходила. Также я бы еще, конечно, поменял пружину, но вот так. Как есть, так есть. Верхние, как правило, резинки хорошие, базара нет, но нижнюю тоже буду вынужден ставить, потому. Но поскольку нижний виток будет упираться не в порванную часть, а вот сюда, то, в принципе, эта история походит еще. Ладно, будем сейчас собирать. Как собираем? Резинку. Кладем вот это вот совпадение, важно, чтобы было. Затем пыльник-отбойник вставляем максимально на шток низко, пока что одеваем. Дальше вот эта шайбочка, ее не забывайте со старого аморта снять. Она здесь имеет вот такие грани, и по заводу она, как бы, когда новой была, ее можно вот сюда защелкнуть, и она держится в этой тарелке. Но здесь она не держится, поэтому не важно. Самое главное, чтобы вы учитывали, что она вот конусная, да, и ее задача убрать вот этот вот конус. Поэтому вот так вот ее одеваем. Затем пружину сжимаем. Ставим, как я вам говорил, нижний виток вот сюда должен упираться, а не сюда. Не совершайте эту ошибку. Затем берем вот эту чашку, одеваем на верхний виток пружины. Здесь уже должно быть совпадение стопроцентное вот этого места и вот этой части пружины. Но я пока что без пружины покажу вам. Одеваешь вот так. Чик. Вот оно встало.
Затем у нас еще есть одна шайбочка, которую мы подготовили. Вот она. Ее вот так вот одеваем сюда. И затем надо будет установить, ну, новый наш подшипник опорный. Я возьму вам старый, покажу, потому что тут еще не открыт. Вот вы его переворачиваете сюда, дайте еще литольчика, ну, обслужите. И вот этой вот шайбочкой это все добро вот так вот защелкивается. Щелк. Вот. Закрыли. Одели вот сюда. И новой гаечкой с нужным моментом закрутили. И, соответственно, колпачок одели. Это все теория, а сейчас я сделаю на практике. Готовая стоечка у нас собрана. Что здесь тоже из нюансов хотел показать. Вот это правильная ее сборка. Смотрите, вот здесь якобы вот этот упорчик, куда как будто бы должен прийти первый виток, но он туда не должен приходить. Здесь был как раз таки первый виток вот здесь. И в итоге вот это место пружины, оно торчало уже поза чашкой. То есть сама пружина внизу, она ну, такой овальной формы. И, соответственно, поскольку вот эта тарелочка тоже в виде овала, если вы эту пружину поставите как-то по-другому, то кусок будет торчать здесь. Ну и понимаете, риски есть какие-то определенные. Поэтому запомните, вот это расстояние, вот получается горочка вниз, идет горочка вверх. И плюс-минус такое же расстояние. Вот здесь должен начинаться первый виток пружины. Тогда ее форма повторяет клево форму вот этой нижней чашки, и тогда это все можно оставлять. Ну и в итоге нашей сегодняшней работы должна быть вот такая картина. Здесь, конечно, все пружина портит, но в целом походит еще какое-то время. Уважайте себя, зачищаете посадочное тормозного диска, то же самое зачищаете посадочное на литом диске, все садите на место, все резинки смазываете, потому что здесь в месте крепления в эту скобу они лопают, если вы их натягом пытаетесь одеть. Здесь тоже все смазали, назад накрутили обе гайки. Короче говоря, мне такая работа нравится. Короче, несложно? Я думаю, несложно. Берегите себя, подписывайтесь на канал. Пока.